Друзья, всем привет! Сегодня я хочу показать, как связать вот такой красивый узор из вертикальных дорожек, стройнящих фигуру. Узор красивый, эффектный, но очень простой в исполнении. С таким узором справятся все. Перед вами схема узора. На схеме указаны только лицевые ряды. Это видно по нумерации. Вяжутся они справа налево, по условным обозначениям схемы. Изнаночные ряды на схеме не указаны. Они вяжутся слева направо по рисунку. Это значит, видим изнаночную, вяжем изнаночную, видим лицевую, вяжем лицевую. Накиды провязываем изнаночной петлей. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 6 рядов. Провязав последний лицевой пятый ряд справа налево, мы возвращаемся по изнаночной стороне. Это 6-й изнаночный ряд. И далее повторяем раппорт узора вверх по вязанию с первого ряда по 6-й. И так далее. Повторяем раппорт вверх по вязанию с первого по 6-й ряд включительно. Раппорт узора есть и в ряду. Раппорт этого узора состоит из 5 петель, которые постоянно повторяются. Для того, чтобы набрать нужное число петель, вы должны набрать число петель, которое делится на 5. То есть оно должно быть кратно 5. Плюс к этому числу нужно добавить 2 кромочные петли. И плюс добавить еще 2 петли симметрии, которые провязываются только один раз в конце ряда, для того, чтобы узор смотрелся симметрично и гармонично. То есть у нас узор начинается с 2 изнаночных петель и должен заканчиваться также 2 изнаночными петлями для гармонии и красоты узора. Какие условные обозначения мы видим на схеме? Горизонтальные палочки – это изнаночные петли, вертикальные палочки – это лицевые петли, кружочки – это накиды, палочка с наклоном влево – это 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. Вот такая палочка из 3 таких вот палочек, такой знак из 3 палочек – это 3 петли вместе, одной лицевой с центральной лицевой петлей сверху. Плюсики – это кромочные петли. Этот узор можно вязать и по кругу. Для того, чтобы набрать нужное число петель для вязания по кругу, ваше число петель должно делиться на 5, то есть на число петель раппорта. Кромочные петли и петли симметрии при вязании по кругу набирать не нужно, но нужно набрать еще дополнительную 1 петлю для замыкания петель в круг. При вязании по кругу все ряды, и четные, и нечетные, вяжутся справа налево. При этом нечетные ряды вяжутся по схеме, то есть по условным обозначениям схемы, а четные ряды вяжутся по рисунку, как и при поворотном вязании. По рисунку, то есть видим изнаночную, вяжем изнаночную, видим лицевую, вяжем лицевую. Накиды при круговом вязании провязываются лицевой петлей. Итак, давайте вместе свяжем образец этого узора. Для образца, для поворотного вязания я набрала 19 петель. Это 3 раппорта по 5 петель, 15 петель, плюс 2 кромочные петли, 17 петель, плюс 2 петли симметрии, 19 петель. И провязала один базовый подготовительный ряд всеми изнаночными петлями. Первую кромочную я снимала, последнюю провязывала изнаночной бабушкиной петлей. Я вяжу бабушкиным способом вязания, и я провязала базовый ряд изнаночными петлями для того, чтобы выйти на лицевую сторону.
где вот такая красивая косичка наборного края. И подготовила также этим петли к их правильному положению. Если вы вяжете классическим способом вязания, то вы также можете провязать один базовый ряд всеми или изнаночными, или лицевыми петлями, чтобы перейти вот на такую красивую лицевую сторону с красивой косичкой наборного ряда. Или вы можете сразу начинать вязать узор с первого ряда, так как при классическом наборе петель, если вы вяжете классическим способом вязания, петли у вас уже лежат в правильном положении. Если вы начинаете вязать изделия, начиная с какой-либо планочки или резинки, то базовый подготовительный ряд вязать не нужно. И вяжется он всего только один единственный раз перед началом вязания узора. Первый лицевой ряд. Вяжем его справа налево по схеме. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идут 2 изнаночные петли. Провязываем 2 изнаночные петли. Далее идут 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые петли. Один раппорт узора из 5 петель мы провязали. Отделяем раппорт маркером. Вяжем следующий раппорт. 2 изнаночные петли. Три лицевые петли. Провязали еще один раппорт. Отделяем его маркером. Вяжем следующий раппорт. 2 изнаночные петли, 3 лицевые петли. Провязываем 2 изнаночные петли. Три лицевые петли. У меня всего 3 раппорта в ряду. Вы провязываете столько раппортов, сколько у вас их есть. И отделяете их друг от друга маркерами. В конце ряда, после всех раппортов, провязываем 2 изнаночные петли симметрии. Одна, вторая изнаночная петля симметрии. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Провязываем второй изнаночный ряд по рисунку первого ряда. Слева направо. То есть как смотрят петли. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Видим лицевую, вяжем лицевую. Кромочную петлю снимаем. Здесь у нас в лицевом ряду были 2 изнаночные петли. Здесь мы видим на их месте 2 лицевые петли. Провязываем 2 лицевые петли. Далее у нас были 3 изнаночные петли. То есть 3 лицевые петли. Здесь мы видим на их месте 3 изнаночные петли. Вяжем ту петлю, какую видим, то есть провязываем 3 изнаночные петли. Далее у нас были 2 изнаночные петли в первом лицевом ряду. Здесь мы видим 2 лицевые петли. То есть в изнаночном ряду они выглядят как лицевые петли. Провязываем 2 лицевые. Переснимаем маркер и провязываем следующий раппорт. Здесь у нас были 3 изнаночные, то есть 3 лицевые петли. Здесь мы видим 3 изнаночные петли. Провязываем их. 3 изнаночные петли. Провязываем.
Далее у нас были 2 изнаночные петли. Здесь на их месте у нас 2 лицевые. Видим тут видим лицевую петлю, вяжем лицевую. То есть ту петлю, какую видим, вяжем. Маркер переснимаем, провязываем следующий раппорт. 3 изнаночные петли здесь у нас. Провязываем 3 изнаночные петли. Здесь у нас будут 2 лицевые петли. И кромочная петля, изнаночная бабушкина. Провязали второй изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идут 2 изнаночные петли. Провязываем 2 изнаночные петли. Далее идет накид. Провязываем накид. Далее у нас идут 3 петли вместе с центральной лицевой. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я провязываю 3 петли вместе с центральной лицевой следующим образом. Переснимаю первую и вторую петлю на правую спицу, вводя правую спицу внутрь этих петель. Пересняла. Теперь крайнюю петлю я отпускаю с правой спицы. Она у меня свободно висит. Надеваю на левую спицу вторую петлю. И теперь ту петлю, которая была крайней, подцепляю и надеваю, не перекручивая ничего, на левую спицу. И теперь провязываю 3 петли вместе одной лицевой за задние стенки. И получается вот такая центральная петля, которая была у нас посередине петель. То есть мы поменяли местами первую и вторую петли. И она у нас стала теперь сверху. Вот такая красивая дорожка у нас получается. А теперь я покажу, как провязать 3 петли вместе, если вы вяжете классическим способом вязания. Вот перед вами 3 петли лицевые. Вы первые 2 петли переснимаете на правую спицу, захватывая их за передние стенки слева направо. Вот так. Вводите правую спицу за передние стенки слева направо. И таким образом переснимаете эти 2 петли на правую спицу. И у нас уже поменялись первая и вторая петелька местами. Вот вторая петля оказалась, вот она здесь была, вот здесь. Оказалась впереди первой. И теперь третью петлю провязываете изнаночной классической петлей и протягиваете ее через 2 переснятые петли. Через первую и вторую петли, которые вы пересняли. Вот так протягиваете. И у вас получится, ну, у меня здесь были бабушкины петли, и у вас получится тоже красивая косичка. Итак, провязываем. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Провязываем 3 петли вместе одной лицевой вот с этой центральной петлей сверху. Переснимаем 2 петли на правую спицу, вводя правую спицу внутрь этих петель. Вот эту петельку отпускаем, которая первая сейчас на правой спице.
придерживаем ее, надеваем на левую спицу сначала ту петлю, которая была второй, затем подцепляем эту первую петлю, надеваем на левую спицу и теперь провязываем все 3 петли вместе одной лицевой за передние стенки. То есть провязываем 3 петли вместе одной лицевой с центральной петлей сверху. И у нас вот такая красивая косичка получится сверху. Далее у нас идет накид. Делаем накид. Маркер переснимаем. Один раппорт мы провязали. Провязываем следующий раппорт. 2 изнаночные петли. Провязываем 2 изнаночные петли. Накид, накид. И теперь провязываем 3 петли вместе вот с этой центральной петлей сверху. Переснимаем на правую спицу первую и вторую петли, вводя правую спицу внутрь этих петель. Затем вот эту петлю, первую на правой спице, мы отпускаем. Одеваем на левую спицу сначала вторую петлю, затем первую петлю, не перекручивая, так как она лежит. И теперь провязываем 3 петли вместе. Вот они здесь уже поменялись местами, эти петельки, первая и вторая. И теперь провязываем 3 петли вместе одной лицевой со задней стенки. Вводим правую спицу внутрь этих петель и провязываем 3 петли вместе одной лицевой за задние стенки. И вот такая красивая косичка получается у нас сверху. Далее идет накид. Делаем накид. Провязали еще один раппорт. Маркер переснимаем. Провязываем следующий раппорт. 2 изнаночные петли. 2 изнаночные петли. Накид. 3 петли вместе одной лицевой. Вот с этой центральной петлей сверху. Мы должны поменять вот эти 2 петли местами. Для этого на правую спицу переснимаем первую петлю, затем вторую, вводя правую спицу внутрь этих петель. Затем вот эту петлю, которая сейчас крайняя на правой спице, отпускаем. Надеваем на левую спицу сначала вторую петлю, а потом ту, которую отпустили. И теперь провязываем 3 петли вместе одной лицевой за задние стенки. Вводим правую спицу внутрь всех этих 3 петель и провязываем их 3 вместе за задние стенки. Получится вот такая красивая косичка у нас сверху. Я провязала 3 раппорта. Больше раппортов у меня нет. Вы повторяете столько раппортов, сколько у вас есть. Здесь еще был один накид. Делаем накид. Вешаете маркер и дальше повторяете ваши раппорты. В конце ряда провязываем 2 изнаночные петли, симметрия. И кромочная петля, изнаночная бабушкина. Провязали 3-й лицевой ряд. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Провязываем 4-й изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем и вяжем 4-й изнаночный ряд слева направо по рисунку 3-го ряда. Можно смотреть на 3-й ряд, на условное обозначение 3-го ряда, а можно просто вязать ту петлю, какую видим, несмотря на схему. Мы здесь видим 2 лицевые петли, они были 2 изнаночными в лицевом ряду. Вяжем 2 лицевые. Дальше у нас идет накид. Вот он здесь. Провязываем накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее видим изнаночную петлю. Вяжем ту петлю, какую видим. Вяжем изнаночную. Это были 3 петли вместе. Далее у нас накид.
Вот он. Провязываем накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее были 2 изнаночные петли. Здесь они смотрятся в изнаночном ряду 2 лицевыми петлями. Провязываем ту петлю, какую видим. Видим лицевые, вяжем лицевые. 1 раппорт узора провязали. Вяжем следующий раппорт. Накид провязываем изнаночной петлей. Далее видим здесь изнаночную петлю. Это были 3 петли вместе, 1 лицевой. Далее опять у нас накид был. Провязываем накид изнаночной петлей за переднюю стенку. И были 2 изнаночные петли. Видим те петли, вяжем те петли, какие видим. Видим вот лицевые, вяжем лицевые петли. Провязали еще 1 раппорт, маркер переснимаем. И далее то же самое. Накид провязываем изнаночной петлей. Далее идет изнаночная петля. Это были 3 петли вместе лицевой в лицевом ряду. Здесь у нас она выглядит, эта петля, как изнаночная. Провязываем ее изнаночной петлей. Далее накид провязываем. А вот здесь он у меня спустился. Можно вот так просто его опять поднять. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее у нас были 2 изнаночные петли. Здесь они смотрятся как 2 лицевые петли. Провязываем 2 лицевые петли. И кромочная петля изнаночная бабушкина. Провязали 4-й изнаночный ряд. Провязываем 5-й лицевой ряд справа налево по схеме, то есть по условным обозначениям схемы. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идут 2 изнаночные петли. Провязываем 2 изнаночные петли. Далее идет лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Далее накид. Делаем накид. И 2 петли вместе с наклоном влево. Вот такой знак. Палочка с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе, 1 лицевой за задние стенки, ничего не разворачивая. Так как я вяжу бабушкиным способом. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы сначала разверните эти 2 петли, а потом провяжите тоже 2 петли вместе за задние стенки. Как развернуть, я сейчас покажу. Вот так по очереди разворачиваете петли, переснимаете их на правую спицу, вводите правую спицу сзади работы за заднюю стенку петли, слева направо и переснимаете ее на правую спицу. Потом следующую также переснимаете на правую спицу, введя правую спицу сзади работы слева направо. Переснимаете, потом возвращаете их вот так по очереди на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. Вернули их, развернули, а затем вернули их на левую спицу. И теперь тоже провязываете 2 петли вместе, 1 лицевой за задние стенки. Вот с таким наклоном влево. Маркер переснимаем. 1 раппорт у нас провязан. Вяжем следующий раппорт. 2 изнаночные петли. Провязываем 2 изнаночные петли. Лицевая петля. Провязываем лицевая. Накид. Делаем накид. 2 петли вместе с наклоном влево. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому сразу не разворачивая эти петли, провязываю их 2 вместе, 1 лицевой за задние стенки. Вот с таким красивым наклоном влево. Маркер переснимаем. Провязываем следующий раппорт. 2 изнаночные петли. Лицевая петля. Провязываем лицевую. Накид. 2 петли вместе с наклоном влево. Провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой за задние стенки. Вот с таким красивым наклоном
влево. Все, у меня раппорты закончились, у меня всего 3 раппорта. Вы провязываете все ваши раппорты, разделяя их между собой маркерами. В конце ряда только один раз провязываем 2 изнаночные петли. Провязываем 2 изнаночные петли. Кромочная петля, также изнаночная бабушкина. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем 6-й изнаночный ряд. Последний ряд раппорта в высоту. Вяжем по рисунку 5-го ряда слева направо. Можно смотреть на рисунок, на условное обозначение 5-го ряда, а можно не смотреть. Кромочную петлю сняли и далее вяжем ту петлю, какую видим. Видим лицевую, вяжем лицевую. Вот здесь мы видим 2 лицевые петли. Они были изнаночными в лицевом ряду. Вяжем 2 лицевые петли. То есть вяжем ту петлю, какую видим. Далее у нас вот здесь изнаночная петля. Она была 2 петли вместе, одной лицевой. Видим изнаночную. Вяжем изнаночную. Далее накид. Накид в изнаночном ряду провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее была лицевая петля. Здесь она смотрится как изнаночная петля. Вот здесь провязываем ее изнаночной петлей. Далее у нас были 2 изнаночные петли в лицевом ряду. Здесь они выглядят как 2 лицевые петли. Вяжем ту петлю, какую видим. То есть вяжем 2 лицевые петли. Все, раппорт узора 1 провязали, маркер переснимаем и вяжем следующий раппорт. 2 петли вместе лицевой у нас были в лицевом ряду. Здесь это у нас изнаночная петля. Вяжем ту петлю, какую видим. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Далее накид. Провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Была лицевая, здесь она смотрится как изнаночная петля. Вот здесь она. Провязываем изнаночную петлю. Далее были 2 изнаночные, здесь они у нас выглядят как 2 лицевые петли. Провязываем 2 лицевые петли. Маркер переснимаем. Раппорт узора провязали. Провязываем следующий раппорт. Здесь на этом месте у нас изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Здесь у нас на месте лицевой также изнаночная петля в изнаночном ряду. Провязываем по рисунку, провязываем изнаночную петлю, ту петлю, какую видим. Далее у нас 2 изнаночные петли были. Здесь тоже вяжем ту петлю, какую видим. Здесь мы видим 2 лицевые и вяжем 2 лицевые. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Провязали последний 6-й изнаночный ряд раппорта вверх. Разворачиваем работу на лицевую сторону и далее начинаем повторять узор вверх по вязанию, начиная с 1-го ряда опять по 6-й. То есть сейчас мы вяжем 1-й ряд. Кромочную снимаем, вяжем 2 изнаночные, 3 лицевые. Переснимаем маркер и опять вяжем 2 изнаночные, 3 лицевые. 2 изнаночные, 3 лицевые. Так повторяем до конца ряда. И в конце ряда провязываем 2 изнаночные петли симметрии и кромочную петлю изнаночной бабушкин. Затем вяжем 2-й ряд слева направо по рисунку, как смотрят петли, и так далее по 6-й ряд. Провязали по 6-й ряд и далее снова повторяем раппорт вверх по узору с 1 по 6 ряд. Вот здесь уже начинается слегка вырисовываться узор, но чтобы его увидеть во всей красоте, вы, конечно, должны будете провязать еще раппорта 2 хотя бы вверх по вязанию. Одного раппорта, чтобы увидеть всю красоту узора, конечно, мало.
Итак, я показала вам, как провязываются все эти условные обозначения, как вязать узор по этой схеме. И я думаю, что далее вверх по вязанию вы сами сможете повторить несколько рапортов узора. На этом у меня все. Надеюсь, узор вам понравился. Если понравился, поставьте лайки, напишите комментарии. А я желаю вам легких петелек, хорошего настроения. Вяжите с удовольствием. Пока-пока.